Привет! В прошлом видео мы вязали тело куклы Розали, и сейчас я продолжу вязание. И 45-й ряд я буду вязать, одновременно ввязывая ручки, так чтобы потом их не приходилось пришивать. Пальчики должны смотреть на меня, и тогда этого шва, где мы меняли цвет, заметно не будет. Итак, я вяжу 17 столбиков без накида на теле. Я провязала. Дальше беру левую ручку куклы, то есть пальчик должен смотреть на меня вперед, а шов должен прилегать к телу. Я складываю ручку пополам и таким образом нахожу петлю, с которой буду начинать вязание. Вот я сложила, у меня получилось 2 петли, и я начинаю с петли, которая идет в сторону спинки. Итак, в 45 ряду я уже провязала 17 столбиков без накида. Дальше вставляю крючок в выбранную петлю. Этот хвостик, который идет от ручки, я потом закреплю. Вяжу 20 столбиков без накида на ручке. 1, 2, 3, 4. Вяжу по кругу. 19, 20. Я провязала все петли ручки. Этот хвостик пока оставляю внутри. Закреплю его позже и продолжаю вязать на теле. Вяжу 34 столбика без накида. В эту петлю я уже вязала, поэтому ввожу крючок в следующую петлю. И вяжу дальше. Я уже провязала 34 столбика без накида. Одна ручка уже привязана. И теперь я беру вторую ручку. Снова складываю ее пополам. И теперь выбираю ту петлю, которая будет идти вперед тела. Вот эту. У меня петля на крючке от тела. Я беру ручку, вставляю крючок в выбранную петлю. Этот хвостик я потом закреплю и вяжу на ручке 20 столбиков без накида. Вяжу по кругу, так же как и на первой ручке. Я уже провязала, и теперь вяжу 17 столбиков без накида на теле. Нахожу следующую свободную петлю и вяжу так до конца ряда.
Я уже провязала, и в следующих рядах я буду провязывать убавки, чтобы сделать плечики, а потом переход на шею. Итак, в 46 ряду я вяжу 7 столбиков без накида. Делаю убавку, захватываю первую переднюю полупетлю, затем вторую переднюю полупетлю, провязываю их вместе. Дальше вяжу 6 столбиков без накида. Делаю 2 убавки. Одна убавка. Вторая убавка уже на ручке. Дальше вяжу 16 столбиков без накида. Я уже провязала. Дальше снова делаю 2 убавки. Одну на ручке. Вторую на теле. Дальше вяжу 6 столбиков без накида. Делаю убавку. Затем вяжу 14 столбиков без накида. Провязала. Дальше делаю убавку. Вяжу 6 столбиков без накида. Делаю 2 убавки. Одна. Вторая. Затем вяжу 16 столбиков без накида. Я провязала. Дальше делаю 2 убавки.
Дальше вяжу 6 столбиков без накида. Делаю одну убавку. И вяжу 7 столбиков без накида. В 47 ряду я вяжу 13 столбиков без накида. Провязала, делаю 2 убавки. Дальше вяжу 14 столбиков без накида. Провязала, затем делаю 2 убавки. Дальше вяжу 26 столбиков без накида. Провязала, затем делаю 2 убавки. Вяжу 14 столбиков без накида. Провязала, делаю 2 убавки. И вяжу 13 столбиков без накида. Я уже провязала. И теперь беру эти хвостики, которые я оставляла, вставляю в иглу и зашиваю это отверстие. Если у вас этот хвостик находится не возле этого отверстия, то можно стежками прийти к этому месту или закрепить этот хвостик узлами, обрезать его, а это отверстие зашить уже другой нитью. У меня так получилось, что этот хвостик возле отверстия, поэтому я сразу зашиваю его. Закрепляю нить узлами. И обрезаю ее. И также делаю с другой стороны.
Дальше я немного наполняю тело синтепоном и продолжаю вязание. Я думаю, дальше нет смысла показывать, как я вяжу каждый ряд. Я просто вяжу по схеме столбики без накида и убавки. Так что дальше я буду вязать вот по этой схеме. Я уже провязала 55 ряд. И еще немного наполняю тело синтепоном. Дальше я меняю цвет пряжи на белый. Для этого я распускаю последний столбик без накида. Провязываю его не до конца. И последнее движение делаю не этой пряжей, а белой. И дальше вяжу 2 ряда белой пряжей, как обычно. Розовую пряжу я обрезаю и потом эти 2 хвостика закреплю. Вот эти 2 ряда я провязала. И теперь связываю эти хвостики и обрезаю их. Дальше я меняю цвет пряжи на телесный. Опять распускаю последний столбик без накида. Провязываю его не до конца. И последнее движение делаю другой пряжей. Белую пряжу обрезаю. И в 58 ряду вяжу 40 столбиков без накида. Я провязала, и в 59 ряду я вяжу 40 столбиков без накида. Я провязала и вяжу еще один дополнительный столбик без накида. И моя первая петля сдвигается влево. Пока на этом все. Эту пряжу я оставляю, потом буду вязать голову. Контрастную нить пока вытягиваю. Эти хвостики, которые остались от смены цвета пряжи, связываю узлами. Дальше потуже я буду наполнять синтепоном позже, когда провяжу немного голову. А в следующем видео я вам покажу, как связать воротничок. Спасибо за просмотр. Спасибо, что ставите лайки и оставляете комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы. И встретимся в следующем видео. Пока!